Здравствуйте, товарищи! Сегодня 14 августа 2026 года. Пятница. Местное время 16 часов 52 минуты. Итак, дорогие мои хорошие, напоминаю, что несколько дней назад, или неделю назад, не помню уже точно, один из троллей ФСБ задал мне несколько вопросов по поводу того, какую пользу я лично получил от Байтерека и какую пользу могут получить россияне от Байтерека. В предыдущих видеороликах я рассказал о той пользе, которую я получил от Байтерека. Но я не обо всем рассказал. Вот в этом видеоролике я еще раз очень коротко скажу, какую я пользу получил. Очень большую пользу я получил. И я расскажу о том, какую пользу от изучения Байтерека может получить Россия прямо сегодня, прямо сейчас. Байтерек открывает истину о первопричине, о фундаментальной первопричине той войны, которую сейчас Россия уже 5-й год ведет против США, против ЕС, против НАТО на территории Украины. Россия воюет с Богом, Россия воюет с Мессией, Россия воюет с грядущим царем, со своим царем Россия воюет. Россия бьет сама себя люто и безжалостно. Вот об этом, обо всем я расскажу в данном видеоролике. Конечно, я не смогу все подробно рассказать. Все очень подробно описано в моих книгах «Записки о мироздании Байтерек». Но представители русского мира в целом и России в частности не желают изучать эти книги. Они не желают изучать учение, мировоззрение Байтерека. Они не хотят, не желают не слышать меня, не видеть. Они всячески меня оскорбляют и унижают. Наиболее агрессивно, наиболее яростно на меня нападают в комментариях в интернете тролли ФСБ, то есть фактически руководство России в лице Федеральной службы безопасности и конкретно более это сотрудники фабрики ботов ФСБ. Они на меня нападают самым яростным образом. Они пытаются уничтожить меня ментально-духовно. Слава Богу, физически еще не бьют. Так вот, что происходит на самом деле? Я об этом уже много раз говорил. Но ни до россиян, ни до троллей ФСБ, ни до руководства ФСБ, и тем более до руководства России мои слова не доходят. Меня не слышат, меня не желают слушать, меня не желают слышать. Российское руководство, руководство ФСБ, сотрудники ФСБ и все другие россияне, которые ждут грядущего царя и Мессию, они с удовольствием бы получили известие о том, что я сковырнулся, что я помер, что я сошел с ума, что я попал в больницу или в тюрьму. Мечта всех этих людей, чтобы меня не существовало. А теперь я расскажу о том, какую я получил очень большую пользу, самую большую пользу, которую я получил от Бога и от изучения вот этого мировоззрения Байтерек, в котором описывается окружающая нас реальность. Итак, Бог всегда обучал меня.
Бог нас всех обучает с помощью матрицы. Всех обучает. И меня обучает. Обучал точно так же. С конца 91 года Бог начал обучать меня и тренировать по специальной программе, по специальной индивидуальной программе. Бог меня готовил к должности Мессии, грядущего царя, имама Махди, Машиаха, Майтреи, второго пришествия Иисуса Христа и так далее. Тогда я еще об этом не знал. Об этом я узнал намного позже. В процессе обучения Бог открыл мне очень много вопросов о том, как устроена жизнь в космосе, как устроена жизнь на Земле, как устроен человек, человеческая микровселенная. Бог на примерах, на практических примерах объяснил мне, как матрица управляет людьми на Земле. Все подробно объяснил. Показал мне методику наблюдения за результатами работы программ матрицы. Показал мне, как тренировать свою мыслительную систему Тахиона. Все это мне Бог показал. И Бог мне поручил обо всем рассказывать людям. В первую очередь людям, которые понимают русскую речь, которые мыслят и говорят на русском языке. Бог поручил мне добиваться юридической царской власти в России, что я и делал на протяжении всех этих лет. Начиная с осени, с сентября, с 12 сентября 2018 года я начал публиковать свои видеоролики на YouTube. На меня набросились посетители и слушатели моего канала. В начале 2019 года на моем канале появились тролли ФСБ. И здесь началось что-то страшное. Страшное для меня. Меня пытались уничтожить ментально-духовно. И фактически к осени 2020 года эти тролли добились своего. Они распяли меня. Они распяли меня ментально-духовно. После этого я умер ментально-духовно, я начал умирать физически, натуральным образом. И Бог меня оживил, воскресил. Таким образом, произошло второе пришествие Иисуса Христа. Второе пришествие Иисуса Христа произошло не в буквальном смысле, что вот Иисус Христос пришел на землю во второй раз. Нет. Во второй раз был разыгран этот же сценарий. То есть Мессия появился перед каким-то народом, и этот народ его распял. Первого Иисуса Христа 2000 лет назад распяли иудеи, а теперь во втором пришествии Иисуса Христа распяли россияне. Это был 20-й год. Осенью 21 года я уже оживший после распятия, воскресший, так сказать, я записал видеоролик, в котором передал приказ Бога президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Это был приказ Бога. Я его просто озвучил в видеоролике. В этом приказе говорилось о том, что Путин Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, обязан немедленно организовать изучение книг «Записки о мироздании Байтерек». И там были инструкции о том, как этот процесс изучения организовать. Конечно же,
Этот приказ был проигнорирован, надо мной посмеялись, а в феврале 22 года уже началась война. Да, эту войну назвали специальной военной операцией, но это война, натуральная война. И эта война длится уже 5-й год. И Россия не может победить тех, кто на нее нападает. Не может. А почему не может? Потому что эту войну организовал Бог. И Бог этой войной управляет через матрицу. Эту войну Бог организовал для того, чтобы заставить руководство Российской Федерации организовать плановое, последовательное изучение записок о мироздании Байтерек. Бог специально организовал эту войну. И когда вы изучите методику наблюдения за результатами работы программ матрицы, вы узнаете, что такое синхронизация жизненных состояний. Бог заранее сделал так, что я, грядущий царь России, и российское руководство, и Россия в целом являемся синхронами. То есть все жизненные состояния у нас повторяются один в один, в одно и то же время. Таким образом, когда россияне, ждущие царя и мессию, когда боты ФСБ нападают на меня словами, то одновременно матрица бьет Россию не словами, а оружием, беспилотными летательными аппаратами, снарядами, ракетами, реактивной артиллерией обстреливает и так далее. Ну и словами тоже Россию бьют. Бьют Россию экономически по всем фронтам. Но Бог не стремится уничтожить Россию сразу. Бог стремится заставить россиян и в первую очередь российское руководство признать меня мессией, начать изучение книг «Записки о мироздании». Эти книги являются посланием Бога людям. Я их только записал. Я не являюсь автором этих книг. Я не являюсь автором учения мировоззрения Байтерек. Автором является Бог. Я лишь записал. Бог управлял мною, моей работой вот над этими книгами через матрицу. И одновременно меня учили, тренировали и так далее. Развивали мою мыслительную систему. Мыслительную систему Тахиона по имени Тимур. Тот факт, что Бог сделал меня, мессию и грядущего царя, синхроном российскому руководству, одновременно синхроном всей России, это указывает на то, что Бог замыслил весь этот сценарий. Бог так программы матрицы устроил, так запрограммировал матрицу, чтобы когда кто-либо, не имеет значения кто, россияне, украинцы, как любые другие люди нападают на меня словами или с кулаками, не имеет значения как, то все мои тяжелые состояния одновременно будет испытывать Россия, но в гораздо больших масштабах. Я обо всем рассказывал. Да, на сегодняшний день простые россияне уже меня практически не слушают, и я к ним уже не обращаюсь. На сегодняшний день фактически меня слушают только тролли ФСБ. И я обращаюсь к ним. Я обращаюсь к руководству ФСБ через вот этих троллей. Я обращаюсь к руководству России через вот этих троллей, через руководство ФСБ и объясняю. До тех пор, пока я буду мучиться и страдать от нападок на меня, матрица будет наказывать Россию еще большими, еще более ужасными вещами. Меня бьют словами, меня бьют комментариями, а Россия в отместку бьет ракетами, снарядами.
Я испытываю очень тяжелые состояния от того, что происходит с Россией, но это лишь просто состояние, которое я переживу. Я от этих состояний не умру и не заболею. Мне просто очень тяжело. Мне очень больно, когда россияне, или простые россияне, или вот эти тролли ФСБ ищут способ, как можно больнее и сильнее меня ударить словами. Я испытываю очень тяжелое состояние от этого. Одновременно Россия в отместку за меня бьет очень жестоко Россию. Сколько смертей, сколько искалеченных, сколько раненых, какие трагедии. Матрица разрушает заводы, фабрики, склады. Матрица разрушает экономику России. Матрица ставит Россию на колени перед Китаем и перед Индией, лишь бы только они хоть чем-то помогли в войне с США, с Евросоюзом, с НАТО, с Украиной. Россия не может победить Украину. Никогда не сможет. Потому что этой войной управляет матрица. Этой войной управляет Бог через матрицу. Матрица – это инструмент Бога. Бог управляет людьми на земле и вообще всеми процессами на земле с помощью матрицы, запрограммированной матрицы. Война началась, потому что Бог решил, что Россию нужно наказать за то, что она отвергла послание Бога людям, записки о мироздании Байтерек. Россию нужно наказать за то, что она отвергла Мессию, грядущего царя, который Бог приготовил для всех людей и для России в первую очередь. Бог решил, что Россию нужно наказать самым жестоким образом за то, что россияне и весь русский мир распял посланника Бога Сергея Тимура осенью 2020 года. Да, распятие было ментально-духовным, но этого достаточно для того, чтобы наказать Россию смертями, кровью, болью, потерями, колоссальными потерями, в том числе экономическими потерями. Эту войну организовал Бог, и вы это сможете понять только в том случае, если научитесь наблюдать за результатами работы программ матрицы на Земле. Если вы изучите синхронизацию жизненных состояний, вы поймете, как работает этот механизм матрицы. Как вы поймете, как Бог наказывает Россию за то, что ФСБ и российское руководство в первую очередь не желают признавать меня Мессией, не желают признавать меня грядущим царем, не желают изучать послание Бога людям, записки о мироздании Байтерек. И именно по этой причине началась война, чтобы наказать Россию самым жестоким образом, потому что по-другому тахионы, воплощенные в биороботах россиян, в биороботах российских руководителей, ничего не поймут. Бог принуждает в первую очередь российское руководство немедленно начать изучение методики наблюдения за результатами работы программ матрицы, немедленно начать изучать записки о мироздании Байтерек и немедленно признать меня Мессией и грядущим царем России и пригласить меня на юридическую царскую должность. Вот это замысел Бога. И эта война происходит именно для того, чтобы вот этот замысел Бога свершился. Теперь дальше. Очень интересный момент. В настоящее время, вот в этой организованной Богом войне, американцы, европейцы, украинцы воюют с Россией. А Россия воюет с Мессией, со мной. Я Мессия, я грядущий царь. Россия воюет со мной.
И до тех пор, пока Россия будет воевать со мной, европейцы, американцы и украинцы будут бить Россию, безжалостно будут бить, потому что по факту россияне и российское руководство, и ФСБшники, и тролли ФСБ бьют сами себя. Они не понимают, что происходит. Они не хотят понять, что происходит. И за это Бог их наказывает. Наказывает жесточайшим образом. Так вот, до тех пор, пока Россия будет воевать со мной, она никогда не победит в войне с американцами, с европейцами, с украинцами, а там дальше китайцы, Индия, это тоже будут врагами России со временем. Но, очень интересный момент, как только Россия признает меня, искренне признает, не так, что, давайте мы его признаем, сейчас признаем, там он, там, а потом он нам не нужен будет, потом мы ему раз под зад коленом и выгоним его, или вообще кончим его совсем физически. Ребята, не пролезет. Так вот, как только Россия признает меня мессией, как только Россия пригласит меня на юридическую царскую должность, а это может произойти только при условии, если как минимум какое-то количество людей в российском руководстве поймут и изучат мировоззрение Байтерек хотя бы немножко научатся наблюдать за результатами работы программы «Матрицы» на Земле, то тогда, когда я стану юридическим царем России, американцы, европейцы и украинцы будут нападать на меня. То есть они будут воевать против Бога. Понимаете как? Сейчас американцы, европейцы и украинцы воюют против России. На стороне Бога. Потому что Бог их направляет на Россию, дабы принудить Россию, чтобы они признали меня мессией, грядущим царем признали, пригласили на юридическую царскую должность, признали истинность учения мировоззрения Байтерек. И как только россияне это сделают, так сразу же эта война поменяет смысл. Американцы, европейцы и украинцы будут воевать уже против меня, то есть против Бога. Вот такие вот кульбиты предусмотрены в программах «Матрицы». И тогда уже никогда американцы, европейцы и украинцы не смогут меня победить. Никогда. Потому что за моей спиной Бог. И Россия будет под моей защитой полностью. Да, россиянам будет тяжело, потому что им нужно будет учиться, все это изучать и так далее, и так далее. Но это уже будет без войны вот этой. Без войны. Вот так, ребята. Понимаете? Вы понимаете, что происходит? Сколько вам нужно это все еще объяснять? Я это объяснял уже много раз, до вас не доходит. Вы никак не способны начать изучать методику наблюдения за результатами работы программ «Матрицы». Вы не хотите. «Матрица» регулярно считывает с каждого тахиона все его мысли. И в зависимости от того, какие мысли у тахионов, «Матрица» включает тот или иной блок программы. Вы ничего этого не понимаете. И не хотите этого ничего понимать. И поэтому сегодня Бог с помощью «Матрицы» бьет Россию ракетами, снарядами, всякими самодельными устройствами взрывными и так далее, всячески уничтожает россиян с помощью американцев, европейцев, украинцев. Уничтожает россиян, физически уничтожает. Россияне заливаются кровью, россияне гибнут только потому, что их руководство, руководители России, не желают изучать послание Бога людям. Вот не хотят и все. Руководители России решили положить Россию всю нафиг в войне в этой, но Богу не подчиниться.
Потому что в России есть русская православная церковь. Ха. Почему же русская православная церковь не может спасти вас от этой войны? Почему? Почему мусульмане России не могут спасти? Почему буддисты России не могут спасти вас от этой войны? Почему шаманы, маги, экстрасенсы не могут спасти Россию от этой войны? Почему? Да потому что они против Бога. Они ничего общего с Богом не имеют. Они всегда дело имели только с матрицей, то есть с дьяволом. Вот такие вот дела, ребята. А к Богу вот все эти религии, которые на земле есть, не имеют никакого отношения. Это вымысел матрицы, это иллюзия матрицы. Но все это надо изучать. А вы же ничего не хотите изучать. Вы не хотите учиться, вы не хотите понимать, вы ничего не хотите изучать. Вы хотите только жрать, спать и ебаться. Вот все ваши цели и мысли. Полные карманы денег набить, полный рот всякой жратвы напихать и сидеть на кресле начальника какого-нибудь. Вот ваша идеология, вот ваше счастье. Отказались от советской идеологии. Да, советская идеология очень плохая, изуродованная и так далее, там ничего хорошего нету, я согласен. Но вы от нее отказались, и у вас вообще никакой идеологии не стало. И вы взяли американскую идеологию. Американскую. Домик, лужайка, машина, семья, жратва, нажраться, поспать, поебаться. На курорт куда-нибудь съездить, поразвлекаться с чем-нибудь, где-нибудь, как-нибудь. Вот идеология современной России. Еще хуже, чем была в Советском Союзе. Религии к Богу не имеют вообще никакого отношения. Это ложь, сплошная ложь. Все религии – это сплошная ложь. Поэтому они никогда не смогут помочь России победить врагов. Все шаманы, маги, эзотерики, экстрасенсы – это ложь. Полная ложь. Они никогда не смогут помочь России победить врагов. Академики, фундаментальная академическая наука – это полная ложь, такая же ложь, как религии и как эзотерика. Они тоже никогда не смогут помочь победить российскому руководству. Вот так, ребята. Вот кто такой я. Понимаете? Понимаете, какие тут кульбиты матрица выписывает с вами и со мной? Но меня матрица нагружает только тяжелыми состояниями, очень тяжелыми иногда. Ну, я просто лежу и дышать тяжело, и вообще все. Но физически матрица не бьет, ни болезней там никаких тяжелых нет и так далее. А вас за неподчинение убивает физически. Сотнями в день убивает россиян, или даже больше, я не знаю, поскольку там человек убивают на этой войне, в тылу сколько гражданских гибнет, я не знаю. Но Бог убивает россиян, с помощью матрицы убивает. Только потому, что российское руководство и ФСБ, в частности, не желают меня признавать Мессией и грядущим царем. Они не желают изучать послания Бога людям, записки о мироздании Байтыри. И вот за это Бог карает Россию. Жестоко карает. Дети гибнут, старики, женщины, молодые мужчины. Бог бьет по экономике России, по промышленности, уничтожает заводы и фабрики. А российское руководство гордое, мужественное, готово положить всю Россию, лишь бы остаться в кресле, в начальственном кресле. И русская православная церковь подпевает российскому руководству, чтобы, не дай Бог, не пришел грядущий царь и не разогнал бы всю эту шатью-братью, которая называется, как там, патриархия,
Русской Православной Церкви. Да? Верховный Синод и у мусульман также, пока не разгонят. Поэтому они подпевают, все священники подпевают российскому руководству. Придет царь, всех их разгонит. Они знают об этом. И они решили положить всю Россию, но свое кресло грядущему царю не отдать. Вот за это Бог наказывает Россию. Медленно, медленно. То есть Бог очень изощренно, медленно убивает Россию, давая возможность ей прочувствовать все свои ошибки. В Коране несколько раз повторяется: человек ухищряется, и Аллах ухищряется. Но Аллах самый лучший из всех ухищряющихся. В религиях есть зерна истины, но в общем и целом все религии – это ложь. Так вот, Россия борется с Богом. Россия борется с Мессией и грядущим царем. Я сам не обладаю никакими способностями, никакими сверхъестественными способностями я не обладаю. Все, что вот это происходит с Россией, всеми этими процессами управляет Бог. Моя обязанность только подчиняться Богу. И я подчиняюсь. Вот так, дорогие мои, знайте, до тех пор, пока вы меня будете бить словами, матрица вас будет бить ракетами. Вот оно. Главная польза, которую россияне, российское руководство может получить прямо сейчас может получить пользу от Байтерека. Передать власть Богу. Передать власть Богу, Мессии и грядущему царю Сергею Тимуру, Томаровскому Сергею Васильевичу. В противном случае Бог вас уничтожит. Он будет уничтожать Россию медленно-медленно, чтобы вы прочувствовали, против кого они письку дрочат. Руководство России. Против кого письку дрочит? Против Бога? Против Мессии? Против грядущего царя? Ну, давайте дальше. Давайте дальше. В России дела идут все хуже и хуже. Бог очень медленно, с чувством, с толком, с расстановкой уничтожает Россию. Потому что Россия во главе со своим руководством отказалась изучать послание Бога людям. Потому что Россия вместе со своим руководством через ФСБ, через троллей ФСБ нападает на меня и пытается меня уничтожить ментально, духовно. Пока ФСБ с помощью троллей пытается меня уничтожить ментально, духовно, Бог уничтожает Россию физически, останавливая запись.